Всем привет! Меня зовут Ира, и я рисую акварелью. Сегодня в программе Инктобер, день 4, экзотически. Так как я совсем недавно начала снимать на YouTube и монтировать видео, я не стала замахиваться на весь Инктобер целиком, а охватить только наиболее интересные для меня темы. Поэтому первой таковой для меня стала 4. Не знаю, насколько это ясно из эскиза, но изображала я питахаю или драконий фрукт с вырезанной физиономией на манер тыквенной головы. Мне кажется, задумка довольно прикольная и, к слову, пришла мне в голову сразу, как только я ознакомилась со всем списком заданий. Поэтому нарисовала я ее довольно быстро и легко. В целом, сегодняшний рисунок не нуждается в комментариях, так как обычно я люблю акцентировать внимание на красках, которые использую, но так как фишка Инктобера – это использование ограниченного количества материалов, то мне сказать особо-то и нечего. Несмотря на то, что в традиционный Инктобер принято рисовать черными чернилами, я все-таки акварелист, поэтому пользовалась своим любимым материалом, но ограничилась одним тюбиком. Сегодня у меня на тесте 3 тюбика краски. Это гуашь от Shinhan в цвете Ivory Black. Взяла ее только ради теста, чтобы рассмотреть наглядно разницу с акварелью. Тюбик Winsor & Newton Ivory Black или жженая кость в ученической линейке Cotman, и это мой самый любимый черный. У меня это 20-мл тюбик из ученической линейки, так как когда-то давно эта краска была у меня в такой крошечной европейской полукювете, и мне понравился именно этот черный, поэтому я не стала рисковать и обновила его в той же линейке, так как у меня уже был негативный опыт с красками Sennelier, когда серая пейна ученическая не соответствовала серой пейне из профессиональной линейки. Этим цветом я безумно довольна, это мой любимый черный. И тюбик сажи газовой от белых ночей. Ею я не пользуюсь, так как жженая кость интереснее. Этот же цвет такой ровный, классически черный, как мы все к этому привыкли. Наверняка у белых ночей есть жженая кость, но ее я не пробовала, а сажу газовую брала когда-то давно для каких-то своих целей, когда мне был нужен спокойно черный цвет без каких-либо приколов и спецэффектов. Как это видно на выкраске, Cotman выпадает в осадок и в растяжке имеет пепельно-коричневый подтон, и на фоне двух других красок выглядит теплым. Сажа газовая – просто сажа. Черный ровный цвет, идеально подходящий для техники Инктобера. Кроме того, выбрала его, так как тюбик у меня уже давно, и в целом я не испытываю в нем необходимости, поэтому просто хочу его завершить. Что касается Инктобера, у меня не раз предпринимались попытки пройти его от начала до конца, но, к сожалению, мне этого ни разу не удавалось. И дело не в том, что я выгораю, я как раз таки очень люблю всю эту хэллоуинскую тематику, но мне не всегда понятны темы официального списка, поэтому до этого я всегда выбирала какие-то любительские инктоберы с более близкими и интересными мне темами, например, что-то сказочное или хэллоуинское, а вот официальный список меня всегда смущал. Возвращаясь к рисунку, можно заметить, что в целом процесс не особо нуждается в комментариях, однако добавлю, что в конце я уточнила контуры любимым акварельным карандашом Albrecht Dürer от Faber-Castell. Про этот карандаш я узнала от ряда художников-портретистов, тех, кто пишут портреты исключительно простыми графитовыми карандашами и используют этот черный, чтобы сделать максимально глубокую тень. После того, как я попробовала этот карандаш, другие карандаши теперь мне кажутся тусклыми и твердыми. И несмотря на то, что я совсем не рисую карандашами и использую их исключительно для прорисовки контуров и уточнения деталей, после покупки одного такого черного я решительно заменила все свои старые карандаши на карандаши из этой линейки. Хотя, насколько я знаю, многие отдают предпочтение другой линейке карандашей от Faber-Castell, а именно Polychromos, но их мне не доводилось пробовать. В конце я решила украсить иллюстрацию цветом питахаи, а именно оперой от Shinhan, и хаотично расставить акварельные брызги. Такой прием я на самом деле использую каждый раз, когда участвую в любительских инктоберах, просто чтобы немножко оживить картинку. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!